Всем привет! Вы на канале Польза.нет прожарки. Меня зовут Саня, и сегодня мы будем мучить вот этот смартфон. Это Infinix Zero 35G. Повторяюсь, меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. По ссылке в описании можете посмотреть. Нас сейчас, по-моему, 435 тысяч подписчиков. И насколько хорош данный смартфон, насколько целесообразно его тестировать, я не знаю. Почему? Потому что я его, наверное, протестирую только потому, что по простой причине. У меня есть несколько YouTube каналов, основной канал Польза.нет. И помимо него есть еще и Telegram-каналы. И в Telegram-каналах люди приходят и спрашивают: Саня, а вот это вот классное устройство, почему у тебя на него нет обзора? Для того, чтобы ответить этим людям, мне необходимо сделать, разумеется, обзор. И помимо обзора я сейчас придумал такие штуки, как прожарки. Что это дает вам, в принципе, когда мы это дело тестируем? В первую очередь это дает понимание того, что вот сейчас шим такой-то, яркость такая-то, в игре он ведет себя так. Я отвечаю на основные вопросы, сразу сходу вам говорю, что лучше. Не тяну кота за хвост и все остальное. Ну и помимо этого мы с вами общаемся, я отвечаю на какие-то злободневные вопросы, потому что обзоры у меня каждый день, иногда по 2 обзора в день, иногда по 3 даже, и я этим делом живу. Напоминаю, что несмотря на то, что вроде бы, по вашему мнению, третий канал мне не нужен, нет. Для стримов желательно один отдельный канал, чтобы лишних людей не было, это раз. И два, помимо этого, удобно здесь сразу отвечать на все вопросы. Что это такое и с чем это едят? Что это за смартфон? Это смартфон, который пиарится как лучший смартфон до 30 тысяч рублей рядом с домом. Почему это неправда? Потому что существует много смартфонов до 30 тысяч рублей лучше, чем этот 2023 года, так же как и этот. И этот, как многие блогеры говорят, не игровой, но и не про съемку. С чем я бесконечно согласен. Вот для примера я сейчас скину в общий чат, что у нас с этим бедным смартфоном с точки зрения фото. То есть я фотографии уже выгружал с него, видео уже выгружал, все они ужасные, игры мы сейчас проверим, а с видео вообще и с фото полная печаль. И кто скажет что-то другое, но я считаю, что это нехорошие люди. Опять же, продавцов, которые вот конкретно продают в каких-то магазинах и говорят, что дороже 150, дороже, окей, $200 стоит покупать Infinix, я не встречал. Вы можете как раз быть этим продавцом, или, желательно продавцом, чтобы я вам поверил, потому что всем остальным я верить не буду. Купил Neo 8, сейчас летит он лучше Poco X6 Pro. Я не знаю, еще Poco X6 Pro не тестировал. И когда протестирую, тогда вам и расскажу. Если говорить про смартфон в целом, сейчас я 5 секунд открою. Я, как всегда, никого не предупредил, что у меня будет стрим. Вот. Все, понеслась, теперь себя вижу. Так вот, если говорить про смартфон в целом, часть народа говорит очень забавно, он в руке лежит классно, но в то же время признают, что без чехла он скользкий. Мне дизайн этот не заходит. Крышка у меня не люфтит, если посмотреть форумы, то у кого-то с кожей крышка вообще чуть ли не отваливалась. Но вполне возможно, что у вас это будет не так. Все, кто пришли, не забываем прожать лайк, все, кто пришли, не забываем подписаться на канал и не забываем в комментах написать, что еще купить на обзор. Я купил сегодня Соньку, это очень неразумно с моей стороны, но я купил. И купил помимо этого сегодня, я, наверное, уберу Twitch, потому что Twitch все равно мы будем в отдельном окне прогонять. Вот, и купил еще, Z60 Ultra я уже купил. Думаю купить OnePlus Open, но пока жаба душит. Как картинка, как звук, напишите, пожалуйста, привет Котлета, привет Решка, привет Джин, Николай, Антон, Фед и Universal, и Free Studio. Вот, к чему это все? К тому, что сразу, спойлер, вот они 30 тысяч рублей.
Вопрос, как ты рассказываешь про смартфон. Это как про Samsung сейчас рассказывают без тестирования шима и без того, чтобы говорить, что все фишки, которые у него есть, по большому счету, это в будущем, в 2025 году, будут у гуглов. Ну, то есть, я Samsung обязательно куплю, Asus ROG Phone 8 Pro и 8 тоже куплю. Если будет народ приходить на подобные мероприятия, не забываем прожимать лайк, то, наверное, буду стримы проводить. Давайте я все-таки расскажу с самого начала, уничтожу всю, как говорится, магическую штуку этого смарта. Лучше Samsung A54 до 30 тысяч рублей прямо сейчас на Яме или еще где-то. То есть ничего искать не надо. И лучше Poco X6 Pro по ссылке, видите, покупать здесь, а дальше в описании у меня ссылка идет. Лучше купить этот. Так вот, в корзине он стоит 28. Вот эта штука рядом не лежала. Почему? Потому что я ее вообще, по-моему, покупал за 21. Кто-то покупал в комментах, я уже смотрел комменты на рекламные обзоры, потому что не рекламными не могут быть обзоры на эти телефоны. Это только вот у меня может кукушка, мне кажется, потечь. Почему? Потому что, я не могу вам показать. Ну вот, допустим, лежит у меня вот 3 смарта, и мне на них на всех надо, я уже вроде почти на все сделал обзоры, еще там 12 смартфонов. Если я не буду брать третий эшелон, у меня не будет просмотров. Я даже на эту шляпу делал обзор. И к чему это? И как мне пишут, ты будь лояльней к третьему эшелону, люди потянутся, пойдут подписки. Мне не нужны люди, которые покупают третий эшелон и при этом не хотят видеть его минусов. Красная цена этому смартфону, как человек написал, который, я не знаю где, правда, он купил за 17. Вот 17 тысяч рублей, это примерно 200 долларов. Вот это цена этого смарта, потому что он не игровой и не про съемку, 2 в одном. Все остальные вам будут по-другому не сказать, втирать про то, что 4К здесь на фронталке, оно нормальное, с автофокусом. У кого-то там оно появится еще стабилизация на чем-то, на каких-то модулях. Про съемку я повторяю, что вот сейчас я в телегу скинул, вот сейчас в чате наверху, ссылка на примеры фото и видео. Если там из этого дешмана всего, что он наснимал, вам что-то понравится, супер. Но знайте, что угодно из того, что он снимал, если будет снято на Samsung A54, в том числе на Poco X6 Pro, который у меня еще не был в руках, но он так не может плохо снимать, он будет снимать лучше. По поводу игр мы сейчас проверим, но нажатие вот на эти грани ложные, здесь это просто жесть. И что бы ты там ни настраивал в настройках, они будут тебя просто бомбить, долбить и чего только не делать. Я не говорю, что этот смартфон плохой, я говорю, что за него слишком много хотят и все. То есть вы можете воспринимать как хотите, но чаще всего, когда я делаю подобные обзоры, цены на трубки падают. И опять же, вы пришли на лайв-канал, понятно, что здесь нас пока мало, не забываем подписываться, но будет рано или поздно много. На основном канале достаточное количество просмотров и подписчиков, чтобы я как-то мог влиять на цены, потому что люди приходят на YouTube, смотрят обзоры и оценивают, стоит приобретать смартфон или нет. Переходим, в принципе, к тому, что вы увидите, в принципе, в обзоре потом. Сейчас я посмотрю, чтобы было все видно. Пить можно, есть нельзя, правильно? Давайте начнем с Geekbench. Здесь, кстати, все не совсем плохо. То есть у нас 981 и 3312. 981 это на уровне Poco X3 Pro. Ну, вы помните, да? 2 с лишним года ему. Когда-то покупали за 15. И Multicore 3200 это уровень Samsung S21, который также, в принципе, можно приобрести все еще. Или Poco F3. Кстати, Poco F3 у меня все еще на руках. И лучше он, чем он. Опять же, как мне правильно сегодня один из продавцов одной из сеток написал, которого мы нечаянно забанили, извини за это, в телеге взаимопомощи, что Саня, Infinix и Tecno классные одноразовые смартфоны в стоимости до 150 долларов. Железно. Вот я с ним согласился. Запомните, Infinix и Tecno отличные одноразовые смартфоны
стоимостью до $150. И напоминаю, у меня рекламы Текно просто море на канале. И поверьте мне, они меня очень любят. И в этом месяце будет реклама Текно, и в феврале будет реклама Текно, и уже смартфоны выслали, и уже все, и там ни NDA, ничего нету. То есть все в огне. И у меня еще подписчиков будет больше с этого дела, чем с реальных подробных обзоров. Так, что у нас по Антуту? Антуту самое интересное не вот эти баллы, они, кстати, абсолютно нормальные. 696 тысяч баллов для постоянного использования, вообще цвет, блеск, красота. А вот этот великолепный стресс-тест. Как говорят, записки сумасшедшего, да? При том, как вы видите, температура повышалась не сильно, и заряд аккумулятора, в принципе, был в огне. Но мы гоняли его, смотрите, сколько. То есть он у нас через час 50 стал лучше, и у него все стало хорошо. В общем, гонял его я по полной, в надежде, что он покажет себя неплохо. А по поводу storage теста, 63 тысячи для его типа памяти это хорошо. Плюс еще помним, что здесь LPDDR4, а не 5. Почему? Потому что процессор у нас барабанная дробь Dimensity 8020. Не самый плохой процессор, но учитывая его оболочку, Bad News, ZTE Nubia Z60 Ultra будет у меня на руках уже 25 числа. Я уже купил, уже давно. Оверпрайс или нет, не важно. Почему? Потому что мне нужно делать обзоры, и я хочу знать все. То есть, когда я аргументирую, почему один или другой девайс не стоит приобретать, я, разумеется, должен об этом рассказать вам. Почему? Смотрите магию. Сейчас перехожу... Ладно, что у нас еще помимо этого? 3D Mark могу показать, ладно. 3D Mark будет на большой яркости. Не будет на большой яркости 3D Mark, ладно. Нет, будет. Вот, пожалуйста. Wildlife. Давайте посмотрим по стабильности. Устойчивость волшебная, хотя циферки очень такие плохенькие. Но стабильность прям огонь. Это по процессору. Если говорить про NFC, разумеется, он здесь есть. Но сразу мы перейдем к очень интересной теме. Смотрите, PCMark. Как вы думаете, сколько он выбил в PCMark? Это у нас автономность. 6 часов 34 минуты. Это ультра малая, это просто безумно малая автономность. Чтобы вы понимали, я говорил на 8 часов 30 минут у Realme GT 5 Pro, что это плохо. Этот смартфон разряжается вообще на раз-два. Почему он разряжается, сейчас я вам покажу. Они сделали неплохую такую заявку на победу. В чем она заключается? Ты благополучным образом берешь, вот так, измеряешь яркость. 725 люксов. Вроде все в огне. 774 люкса. Мы заходим в экран, и это режим высокой яркости. Отключаем высокую яркость. 674 люкса. Окей, ничего не поменялось. Если мы включаем адаптивную регулировку, во-первых, 144 Гц экрана, который вы нигде не увидите. Давайте сейчас разлочим. Экран блокировки. Так, по поводу обнов. Обновы прилетали. В отличие от GT 10 Pro, абсолютно мракобесного, обновы сюда прилетали. Частота обновления. И 144 Гц в системе он показывает. По Bluetooth кодекам. Аудиокодеки. Все очень скромно, ультра скромно. Надеюсь, что вы увидите. Сейчас попробую поближе. Да, не получается. Наверное, надо все-таки поменьше яркость сделать. То есть у нас только aptX, LDAC, AAC и SBC. Так, по яркости. В общем, проще говоря, давайте я все-таки схожу за... нет, мне даже не надо за фонариком идти. Сейчас вы поймете, в чем идея. Включаешь адаптивную регулировку яркости. Берешь вот так. Не забываем подписываться на канал с колоколом и не забываем прожать лайк. Вот уже видите 60 Гц. И мы светим фонариком на этот великолепный смартфон. Что он нам выдает в адаптивной яркости? Он сбрасывает ее ниже. Вы видите?
У меня, кстати, была история, когда он увеличивал яркость. А тут он просто сбрасывает. Но это уже магия. Магия электронов. Убираю фонарик. Сейчас она вернется. Должна вернуться, нет? Нет, не вернулась. Еще ниже сбросил. Вот что с ним? А, адаптивная яркость, окей. Включаю сотку. 770. Еще раз, адаптивная регулировка. Включаем. И почему он не дает? Потому что не хочет. Так, у меня вообще он показывал 1600. Ну что за рандом-то, а? Во! И все. И в топку. Ну, в общем, кратко. Он у меня выдавал 1600. Я понятия не имею, как это сделать опять. Ну, на то это и Infinix. Герцовка прыгает. Ну и ладно. Привет всем. Еще поотвечаю на вопросы. Подождите, я сейчас пройдусь по менюхе. Расскажу вам чуть-чуть про смарт. Еще. Грани не прямые. Безумно неудобно. Тач классный, но грани прям ужасные. Вот эти всякие переводчики, которые непонятно где и с кем работают, это пока не допилено, пока является, по-моему, только на английском языке, и вообще я в принципе не доверял бы подобному устройству, хотя снова, если за 1017, еще раз топ, я не уверен, что человек реально его купил, но может быть он реально купил за 17. Обновы прилетали, видите, обновление от октября, последняя успешная проверка 20 января. Хотя мне обнова прилетала, очень странно. Ну, в общем, прилетала, самое главное, хотя бы разок. Если говорить про камеры, то, что вы сейчас увидите, вот смотрите, вы видите 4К 60 FPS, такие, вау! Перейдите по ссылке, вот самой первой, которую я оставлял, и поймите, что данный смартфон не про камеру вообще. Я очень надеюсь, что он в играх сейчас покажет. Да, он сейчас вам покажет еще и 4К 60 FPS на фронтальном модуле. Круто, вроде бы. Но это все цифры. То есть это до такой степени плохо, что не пером описать. Ну вы поняли. А если говорить про игры. В Genshin мы пока не будем заходить. Мы зайдем в New State. Правильно. Я сейчас переключусь на Twitch. Сейчас он загрузится, прогрузится. И мы зайдем на Twitch вместе. И настроим это дело так, чтобы всем было комфортно. Правильно? Как в целом оболочка? Иван, чтобы протестировать Infinix, вам нужно купить что-то, как мне правильно сказали, из разряда новый 5, когда были распродажи по 13 тысяч. Если не помрет, вы его и продать успеете. Вот эти штуки по 30 тысяч. Каждый раз, когда я напоминаю, что вот это вот дело я купил за 21, это дело я купил за 21, 3 месяца назад он стоил 30. То есть по той же логике Poco X6 Pro, который я советовал приобрести за 25 с копейками, должен стоить через 3 месяца без обнов, потому что вот, допустим, на этот смартфон вообще ничего не прилетело уже 3 месяца. Сколько? 16? Будет Poco X6 Pro стоит 16 тысяч через 3 месяца, и на него не прилетит ни одной обновы. Вы ощущаете, как все просто? То есть думать даже не надо. Ты просто сравниваешь ценник, падение цены и количество обновлений. Это говорит, как мне правильно пишут, я не для продажи. Так ты его не продашь. Если вы не для продажи покупаете смартфон в перспективе, и вы не думаете, вы готовы выкинуть 30 тысяч рублей, то купите себе тогда какой-нибудь, не знаю, Samsung S23 Ultra, потому что потом вы его точно продадите за 40 тысяч рублей даже через 3 года. А вот, ну, потеряете те же самые 30 тысяч, только кайфанете, правильно? Реф из Китая не буду обозревать, однозначно. Вообще ничего из рефов, по-моему, у меня никогда и не было из рефов ничего, и я не планирую их иметь. Дальше. Сейчас я включу Twitch. Мы посмотрим, сможет ли он тянуть этот Twitch. 720p или в 1080p устанавливать.
На Dimensity 93.2.0 я бы не сказал, что что-то супер себя показало. Я напоминаю, что лицо у меня появится сейчас попозже. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Отлично, Google Play у меня просто отвалился. Друг, дай мне Twitch. Дай мне, пожалуйста, отработать в Твиче и все. Так, Wi-Fi проверяю, чтобы у меня, да, 5G. Все в огне, правильный Wi-Fi, быстрый. Создаем трансляцию игр. Требуется разрешение, включаем микрофоны при использовании, открываем настройки, даем все разрешения. Я не говорю, что, напоминаю, я не говорю сейчас, что это плохой смартфон. Я говорю, что он не должен стоить 30 тысяч рублей. Альтернатив за 30 тысяч, первое, что вы должны слышать вообще от блогера, если его интересует аудитория, это мое оценочное мнение, что за эти деньги вы можете купить Samsung A54, который будет лагать в интерфейсе. Вы его с легкостью продадите, он у вас не помрет, у него защита от влаги. Он будет снимать на 10 голов выше, чем этот смартфон. Либо Poco X6 Pro, который будет 100% круче в играх. Все, и то, и другое будет дешевле. Все, что должен блогер сказать. Дальше можно, если это без пометок везде, в 5 местах, как у меня реклама. Сейчас нет рекламы. Это будет другой. Я предупреждаю всегда. Вот. Да я не думаю, что он выключится. Почему он должен выключиться? Я, кстати, не говорю о том, что он сейчас там сложает и вообще ужасный смартфон. Вы вообще не понимаете, в чем идея. Идея моего стрима в том, чтобы, во-первых, с вами встретиться, рассказать свое мнение и пообщаться. Тем более в выходной день. Я безумно рад вас всех видеть. У меня сейчас 1:30, меня вырубает с одной стороны, с другой стороны я считаю, что я сказал, что мы проведем этот стрим, значит проведем. А из интересного я сегодня, получается, обзор на Redmi Watch 4 вы видели, одним кадром на Realme GT5 Pro и еще обзор я сделал на микрофоны, на 2 каналах считать. И вот сейчас стрим, так что все в огне. Жизнь идет по плану. Infinix Zero. Скажите, а был бы другом Самусы, то делал бы... Кстати, Самусы мне писали и в прошлый год, весь год. И... Короче, не моя тема. Я не знаю, почему все думают, что у меня все плохо. У меня вообще все отлично. И с Текно я дружу. Сейчас вы увидите, как я обычно начинаю стрим на Твиче. Так, разрешаю доступ к камере. Буквально минута. Я со всеми поздороваюсь. Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, основные микрофоны работают у Zero 30 и его фронтальная камера. Освещение только позади меня. Из интересного здесь 8020 процессор, не забудьте подписаться на канал с колоколом и на телеграм-канал скидок. Все по ссылкам в описании. Вы сейчас видите запись, скорее всего, того, как этот смартфон может вести себя в Твиче. Также его микрофоны слышите, вот допустим я веду стрим и на стриме люди слышат микрофон Shure. А вы слышите микрофоны Zero 30 5G. Вы сейчас узнаете, что лучше приобрести, если он не отвалится по звуку. Стримим мы в 1080p 30 FPS, пытаемся погонять его в PUBG New State, переходим в игровой режим. Надеюсь, звук не отвалится. И из интересного в этом смартфоне, разумеется, нет, не хотим мы выйти, то, что он стоит космических 8020, да, проц 8020. Каюсь, только что показывал даже. Оговорочки по Фрейду. Если говорить про сцену, мы сейчас переходим вот так. Я сейчас благополучно перевожу это дело в режим кино, в режим клипа. Нет, клип это плохо. Подождите. Нет, не то. Не то. Или то. Нет, не то. Как-то по-другому я делал вчера. Режим кинотеатра. Вот режим кинотеатра вообще норм. И главное убрать чат. Все, мы в огне. Мы в огне. Микро слышно, меня слышно. Twitch работает. Сейчас запоминаем, сколько у нас герц экрана. Выставляем настройки. Температуру пока нечего измерять. И настройки. Все здесь скачано, достижения нам не интересны.
Игровой процесс. Графика. Макс, наверное, оставим. Или 90 FPS выставить. Выставить 90 FPS. Он не потянет 90 FPS. Давайте так и оставим. То есть вот запомнили, что он может, то может. Что может, то может. Не будем его мучить как. Может быть, он сможет так хотя бы. 62%, может, он не вылетит. 62%. И секундомер. Так. И секундомер включаем. И дальше банкет. Если есть предложение по стриму, как его проводить, в каких условиях, может быть микро лучше, звук. Кстати, кондиционер у меня включен специально на 18 градусов, кому интересно. И смарту должно быть хорошо. А если ему будет плохо, это его проблема уже. Геншин мучить, тестировать будешь? Давайте погоняем здесь сначала, посмотрим на 60 FPS на рекомендованных настройках, как долго он сможет существовать. Повторяюсь, что у меня нет уже грани. То есть я постараюсь грани не использовать, но я говорю, даже вот в тестировании меня эти грани бесили прям конкретным образом. Опять же, как мне скажут, так можно привыкнуть. Почему я должен привыкать, если есть всякие iQOO, Neo 8, если есть просто чертова дюжина смартфонов, которые будут классны и у них не будет проблем. Так, стоп, а где Twitch-то? Я что-то не понял. Вы видите Twitch? Все, вы видите Twitch, и я вижу Twitch. Тут звук получше, чем в Твиче. Ну, логично. Вообще, если он не отвалит звук, хотя 60 FPS, ну, я думаю, все будет хорошо. То есть я сейчас ему дал возможность сделать все good. Наверное, поменьше картинку я сделаю, да, на том, что у меня в руках, да, и вот так мы потестируем. Пойдет? Напишите. Good, не good. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, потому что вы рано или поздно захотите прожарку вот этого смартфона, Neo 9 Pro или Ace 3 от OnePlus. Захотите же? Все, микро отвалился. Микры нет. Микру съели на обед. Так, и чуть-чуть звука. Что есть? Есть игра. Меня нет. Меня не может быть. Привет, сегодня купил 15 Pro. Раньше пользовался айфоном. Надеюсь, мне кажется, на 3 года тебе 15 Pro должно хватить. К слову, я повторяюсь, что я бы не брал 15 Pro Max. Причем здесь к новым смартфонам не адаптирован. У нас, получается, Neo 9 спокойно отработал звук в игре. То есть здесь все зависит от настроек. Притом здесь настройки минимальные. Кстати, можно попробовать. Мы пробовали, по-моему, минимальные настройки где-то. Ладно, не будем о грустном. Мы сейчас просто тестируем смарт на жизнь в Твиче. Если, повторяюсь, есть какие-то предложения, вы смотрите этот стрим в записи, то пишите. Может быть, я не объективен по поводу Текно, и кто-то кайфует от него и не прочитал 98 страниц на ФОПДА про то, какой он волшебный, про то, как нужно настроить датчик приближения, чтобы он нормально работал. Кстати, у меня почему-то нормально датчик приближения работает. Я не знаю почему. И еще я узнал, как проверять, заблокирован ли Realme и заблокирован ли OnePlus. У меня сегодня OnePlus перекуп проверял, вообще просто. У меня, оказывается, Ace 3 разблокирован по полной, и никаких проблем с ним не будет. То есть он его выкупит после обзора. А к чему это все? К тому, что у нас, как раз почему я не советовал GT5 Pro, потому что он может быть заблочен. И почему я не советую смартфоны. Опа. Мне кажется, это бот, разумеется. Минька зато. Вообще упакован бот зашибись. Еще из патронов в космос. Еще и с вообще просто волшебный бот. Вот, и у меня, кстати, уровень неплохой, поэтому меня еще выносит постоянно быстро. Надо аккуратней.
Потому что игрок из меня так себе, а уровень мне накидал этот капитальный. Так, надо еще перезарядиться. Опа. Мне кажется, он долго думал. И это прям реальный тип. Потому что... Хотя лут у него тоже не космос. Ну и я лайфхак сделал. Я начал стрелять до того, как я его вообще увидел. Толком. В молоко сначала. А он не сориентировался. Не понял откуда. А к чему это все? Так. Ну все. 40. Патронов не хватает. Бронька 2. Лутаемся. Передаем лайки за стрим. Да, давайте налайкаем чуть-чуть. И не забудьте подписаться. Хотя бы 1000 человек подпишется. Я говорю, я понимаю, что даже этим я забираю у себя просмотры. То есть, заметьте, я обзор одним кадром сейчас делаю. Его почти никто не смотрит. Зато он обычный обзор смотрит. Realme GT5 Pro. Уже был обзор одним кадром и обычный. И лучше так. И вот то же самое со стримами. Они, конечно, могут больше забирать. Но зато мы будем здесь общаться. Вот стримы... Не знаю, я как-то приноровился, мне кажется. Сейчас уже нормальный стрим по качеству. Все в огне или нет? Мне кажется, уже норм. Так, 100 лайков мы хотя бы набили. Нет, 63. Набиваем лайки. Что за разврат? И накидайте народу оповещалку. Закрепите, что у нас стрим на этом. Почему меня не слышно? Мне кажется, что народ не слышит меня в Твиче. Народ пришел на Твич и такие, да ладно. Так, стоп. Стрим огонь. Спасибо. Да, потому что это самое наглядное. Но хочу отметить, что пока не ощущаю я, чтобы смарт сбросил яркость. Это раз. И я не ощущаю, чтобы у меня были так. Вот так. Какие-то проблемы с ним. Кто там смайл послал? С Твича народ уходит на обычный стрим. Такие, не-не-не, в топку. Про новые самсы я ничего не рассказываю. Я самсы буду обозревать, когда я куплю. Я говорю, потому что я смотрю, 550 вопросов у меня к обзорам, которые я уже видел. И они все такие пламенненько, все уходит от этого, от того, здесь таких тестов нет. Ну и смысл. То есть я могу также рекламу посмотреть. Опять же, это мое субъективное мнение. Может быть, кто-то увидел в этих обзорах, что уже были, что-то супер полезное для себя. И считает, что они прям такие реалистичные. И после этого можно бежать и покупать смарт за 80 штук. Я для себя этого не увидел. Хотя я один черт его куплю, но not today. Так. Попозже. Ну и опять же, ввиду, тебе нужно стрелять в небо. Я и так в небо стреляю. Вот что это такое? Почему я не могу выстрелить? Надо, наверное, в зоне только стрелять, имеется в виду. Заметьте, я не могу выстрелить. На каких настройках? На рекомендованных. 60 FPS, видишь? Мы сейчас погоняем одну катку так, потом я выставлю ему максималку, хорошо? Мицак, Ричард, вам спасибо, что смотрите. Я вот не понимаю, почему он не вылетает. Почему? Кто-нибудь... О, все. Я же не обязан здесь сидеть и ждать всех, правильно? И к чему это все? К тому, что смарты вещь специфическая. Ну вот, допустим, в обычном сценарии использования почему не погонять его? Мы знаем,